Всем привет, всем здравствуйте, с вами вновь Агарис. Сегодня у нас видео по Евротрак симулятору, точнее по моду, который я достаточно долго ждал, но когда он вышел, я его пропустил, потому что сами видели, что в основном я находился и катался в онлайне. Но тут увидел и решил как бы записать видос. Ребят, это Ford F Max, который я действительно давно ждал. Давайте мы с вами сейчас купим этот грузовик, посмотрим, что на него вешается. А потом, пока поедем, возьмем грузик, я вам немножечко про него расскажу, что, по крайней мере, я про него знаю. Итак, покупка грузовика. У нас есть дилеры брендов из модификаций. И, пожалуйста, вот у нас Ford F-Max. Тот самый Ford F-Max, который стал грузовиком года 2019 по версии Европейского комитета, назовем это так. Так, что же у нас есть? Кабина у нас одна, Space, она действительно сейчас выпускается в одном только варианте кабины. Шасси у нас выпускается также только в одном варианте 4х2. И у нас есть три варианта шасси. Low Level, заниженная, с одним топливным баком на 650 литров и запасным колесом, которое спрятано у нас за юбкой с другой стороны. И экстра танк. Здесь у нас получается 650 литров. Или, подождите, стоп, пардоньте. Да, 650 литров и 400 литров баки идут. Да, именно так. В жизни у него 650 и 400 литров. Либо 600 и 450. Короче, запутался, ребят, я немного. Но факт в том, что в жизни он выпускается с двумя баками. 650 и 400 литров. Скажем так. Очень хороший запас хода дается. В этом плане, конечно, респект ребятам. В плане двигателей действительно в жизни доступен всего один двигатель EcoTorque. Здесь у нас вариант Евро 6. На Россию он поставляется как Евро 5. Кстати, в России его тоже можно купить. Стоит он у нас 80 тысяч евро в России. Итак, характеристики двигателя. 500 лошадиных сил на 1800 оборотов он достигает. И 2500 ньютонометров. У нас здесь 1000 до 1450 оборотов. На самом деле там с 1000 до 1200, по-моему, плашка момента идет. Дальше идет уже на небольшое снижение. В плане коробок у нас три коробки доступны. На самом деле в жизни он продается только в одном варианте. ZF12 Traxxon 2420. Или, подождите, или 2620 в жизни. Ну, в общем, ZF Traxxon, роботизированная 12-ступая коробка передач, у которой 12 передач вперед и 2 передачи назад. Но ретардер на ту коробку, насколько я помню, в жизни не вешается. В игре же у нас есть ретардер. Далее, по салону у нас есть три варианта салона. Они ничем не отличаются, потому что салон у нас действительно выполнен в жизни тоже в одном варианте. Светло-серый с темно-серыми тонами. Отличаются они отображением вот на этом экране мультимедиа GPS. Стандарт мультимедиа. Здесь будет у вас просто значки с мультимедиа. Маленький GPS, маленькое окошко GPS вот такое будет нарисовано. И большой GPS на весь экран. Ну, то есть есть смысл взять GPS на весь экран в нашем случае. По цветам. Энное количество цветов. Плюс цвета, которые у нас идут в некоторых дополнениях, по-моему, для европейских компаний. Далее турецкие цвета. Так как мод, кстати, делали турки плюс при содействии Сисла. Но вот мод сделан турками, так как и автомобиль производится на автозаводе Ford Otosan, который находится в Турции. Сейчас, кстати, собирается еще и в России на Автоторе, и в Китае начал собираться. На данный момент данный грузовик. Но полностью разработан он заводом и турецкими инженерами именно Ford Otosan. Вот. Но я всегда считаю, что Ford должен быть либо черным, либо вот этот грузовик у нас в синем цвете. Это его как бы премьерный цвет был. Поэтому мы сделаем ему синий цвет, но с черным переливом. Ну, как я люблю делать, то есть там цвет и в черный он уходит. Такой же цвет и поставим. В плане доп. Опций, сразу скажу, стоит Sisal Mega Pack на аксессоре. И поэтому, например, в кабине будет немножко по-другому. Снаружи же некоторые вот точки креплений, скажем так, тюнинга у нас послетели. Сверху мы можем поставить мигалку и
Blue Interior Light. Ну, Blue Interior Light это у нас на самом деле в салоне будет синенькая лампочка. На самом деле она там и должна быть. То есть в жизни у него действительно есть освещение синего цвета в салоне. Далее, мы можем по-разному расположить наши спойлеры. Плюс по дизайну он немножечко тоже отличается. Как вы видите, у нас этот спойлер в разных местах ставится. И чуть-чуть отличается по дизайну. Но я вот выбираю вариант Mid. Мне он больше всего, скажем так, нравится. Переходим. Так, нет, стопе. Mid. Дальше. Ну, кому нужны, те ставят держатели на крышу. Я не хочу этого ставить на данный момент. Козырьки. Custom Sunfield, я не знаю, что это такое. Может быть, можно самому там в текстурках подрисовать, и все будет ништяк. Стоковый и Official Track. Ну, я поставлю с надписью Official Track. Хотя есть козырек официальный с надписью Track of the Year 2019. Флаги наших отцов это из Сисла, но флаги мы не делаем. Зеркала только в цвет. То есть зеркала мы не можем с вами подправить. На заднюю стенку штатно с модом идет вот такая вот надпись Ford F-Max в разных цветах. Но так как у нас синий автомобиль, выбираем синюю надпись. Здесь также можно установить от Сисла либо штатные таблички. Я поставлю от Сисла классические свои таблички. Но от Сисла. Lightbox. О, а есть какой-то GPS прожектор. Давайте поставим GPS прожектор. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы верните нам его. Верните. Не то нажали. Мои пардоньте. Так, ну GPS прожектор там у нас что-то не то. Так что ставим стандартную табличку. Далее, здесь у нас точно так же пластиковая и нельзя никак модифицировать. Здесь мы можем выбрать либо черная обводка, либо светлая обводка. Давайте возьмем светлую, чтобы было на контрасте. Заводской вариант. И можете поставить сюда какие-то огоньки, строуберы, что хотите, ребят. Можете сюда воткнуть. Я воткну сюда просто красивые, скажем так, огонечки. Поехали дальше. Точно так же, только заводской вариант. И можно воткнуть уже только огни. Здесь у нас строберы не ставятся. Пожалуйста, единственный вариант у нас Dragonfly. Если хотите, вы можете такой отбойничек поставить, кенгурятник. Только в варианте краска. Снизу мы можем поставить два варианта юбок. И выбрать либо стандартные фары, не ксеноновые, точнее галогеновые, либо ксенон. Я беру ксенон. Ксенон люблю, на ксеноне сам, скажем так, ехать. Езжу только заводской вариант подножек, опять же, ручек то же самое. Пластик вокруг стекла. Кстати, да, я говорил, видите, некоторые посъезжали и расположены немножко неправильно. Здесь тоже пластик, то есть нет возможности ни спойлеры, ничего поменять пока что. Также вот эта обводная часть исключительно пластиковая. Резину, соответственно, мы можем поменять из тех паков, которые есть у нас. Ну, я возьму, как всегда, какую-нибудь такую. И у меня, кстати, не открыты все, потому что здесь уровень мне еще не позволяет все двигатели. Но, в принципе, Absolute Fury Chrome, который мне был нужен, здесь есть. На него рейвановские гайки. И, в принципе, все, больше здесь ничего не нужно. Вариант юбок у нас также один. А вот под юбки мы можем поставить два варианта световых панелей. Я ставлю темную, потому что у меня такой темненький дизиган. Далее, опять же, только пластиковые крылья. Только заводской вариант задних крыльев пока что. Других вариантов нет. И сюда Dark Silver Chrome. Точно так же я ставлю. И резина, опять же, Michelin. Почему Michelin я выбираю в данном случае? Потому что у нас есть по расходу топлива. То есть он экономичный, этот вариант резины. Сзади, опять же, стандартный заводской вариант фонарей. Единственное, что мы можем поменять немножко наши брызговички поставить. Все. Снаружи это все, что можно изменить, сделать, скажем так. Проверим, шасси стоит экстра танк и не low level. В салоне все классически. То есть здесь мы можем повесить какой-либо аксессуар, в том числе, вот, пожалуйста, Sisal Pack, все работает. То есть можем от Sisal спокойно все сюда точно так же вешать.
Ну, радиостанция здесь, конечно, смотрится ужасно. Так, ну давайте голокрон пусть висит. Далее. У нас нету никаких шторок поверху. Вариантов, собственно, опять же, зеркал других у нас тоже нет. Передняя часть автомобиля добавляется, собственно, первым делом вам показывает большой флаг Турции. Потому что мод делали турки, и на это, собственно, здесь сделан упор. Точно так же все от Сисла, что хотите, можете сюда примонстрячить, ребят. Все, что вам, скажем так, желаемо. Так, а есть просто дашкам без GPS. Ну вот нету дашкама без GPS, поищем дашкам с GPS. Несколько точек установки есть у нас дополнительных, скажем так, аксессуаров. Но, смотрите, сразу же я вам сейчас покажу косячки. Они есть как на штатных аксессуарах, так и на аксессуарах от Сисла. Как вы видите, иногда попадают немножко в текстуры, либо висят над текстурами. Ну, вот такой косяк здесь, собственно, присутствует. Давайте что-нибудь наставим тут просто. На самом деле, вот опять же, видите, ну, хотя бы телефон лег нормально. Здесь. Так. Но, опять же, давайте что-нибудь поставим, и вы увидите, что есть определенные косяки. Ну, вот смотрите. Опа. И смотрят они не сюда даже, да? Ну, как-то это все попадает немножечко не туда, куда нужно. Здесь только от Сисла варианты. То есть здесь другого ничего вы не положите, только от Сисла монтировочку. И сюда тоже только, скажем так, в паке от Сисла. Ну и чтобы было так антуражненько, вот поставим C3PO, едете, повернулись, опаньки, C3PO. На саму койку ничего установить нельзя. В принципе, все, больше ничего здесь мы не поставим. Руль, кстати, да, руль. Ну, штатных рулей один, и только вот в модпаке от Сисла добавляются еще дополнительные рули. Но штатный фордовский руль меня полностью устраивает, он мне нравится, и поэтому я ничего ни на него не буду крутить. Лайтсейбер, да, ничего не буду ставить, ничего не буду менять. И в итоге автомобиль нам вышел в 162 515 евро. Ну, давайте принимаем. Покупаем в Тамбов его. И да, у меня уже один куплен. Я на нем ездил. Изначально я посмотрел. Но... Что, ну давайте мы оставимся в том, котором я ездил, который купил. Пусть себе стоит. В принципе, то же самое все. Или что? Нет, нет. Давайте мы все-таки возьмем тот, который купили. Абсолютно новенький. Пересядем за руль этого трака. И полетели, как говорится. Давайте посмотрим на него снаружи, как все прорисовано. Итак, нам удачно попалась ночь. Давайте сразу первым делом заводим. Звук свой. Двигателя звук не чей-то. И включаем свет. Да, вот, пожалуйста, вам ксенончик. Дальний. Моргаем. Давайте даже отъедем чуть-чуть, чтобы посветить на дорогу. Ну, пожалуйста, света, в принципе, более чем хватает и без лишнего. Далее, о чем бы я хотел вам вот прямо сказать. Очень хорошо прорисован трак, то есть очень качественно он сделан в плане того, как прорисованы все части. Давайте-ка мы... так, G. Так, там у нас некоторые мои модификации не подгрузились. Так, G-Set Time я... О, 14:00. Все, как раз.
Самое то, свет, то есть при свете дня мы видим кардан. И кардан у нас, к сожалению, не крутится. То есть кардан мы видим, но кардан не вращается. Но есть один плюс, ребята, вот прямо то, что мне понравилось. Я не знаю, будет сейчас вам видно или нет. Я постараюсь сделать, чтобы это было видно, конечно. Но, похоже, я не смогу этого сделать вам. Так. Ну вот, если вам видно, ребят, педалька нажимается. То есть у нее есть анимация реально педальки этой. И то же самое с газом. То есть педали нажимаются, они анимированы в этом плане. Вот, салон прорисован очень тоже неплохо. Вот, и теперь у нас впереди приборная панель. Я забыл назначить на этом профиле клавишу увеличения, поэтому приходится ездить вот так. Итак, приборная панель, которую мы с вами видим. Как и в жизни, у нас прорисованы шкалы, соответственно, они у нас, скажем так, не прорисованные, у нас они аналоговые шкалы, нормально работающие. И огромная панель, прямо огромнейшая, скажем так, панель у нас с бортовым компьютером, на которой вы можете выбрать несколько вариантов отображения то, что вас интересует, вплоть до буста. Вот, средний расход, сверху температура, запас хода и полностью заполненный бак, соответственно, сейчас запасной бак, точнее не запасной бак, а AdBlue и, насколько я понимаю, давление масла, да, так оно и есть. Так, давайте посмотрим про погоду. Дождь идет, но, как вы видите, капли у нас не остаются. Дворники здесь у нас все работает, все нормально. Здесь же у нас, как вы видите, анимации дождя нет. Они, конечно, работают. Но, опять же, смотрите-ка, мимо над стеклом ходят. Над стеклом. Так что небольшой косячок, скажем так, есть. Ну что, поехали, возьмем какой-нибудь коротенький груз, провезем его заодно из Тамбова. Из Тамбова, да, у меня стоит из Тамбова. Так, выбрать как место назначения. Запрягай. Погнали. Ну что ж, пришло время немножко рассказать про автомобиль. Автомобиль был выпущен в 2018 году заводом Ford Otosan в Турции. После 5 лет разработки оснащается 12,7-литровым двигателем собственной разработки мощностью 550 лошадиных сил и крутящим моментом в размере 2500 ньютона-метров. Двигатель полностью своей разработки, именно Ford Otosan, то есть это именно турецких инженеров. Номенклатура двигателя Экоторг, ну то есть в стиле, ах ты ж, перекрутил, ребят, уже привык к рулю, уже видите, на клаве играть не могу, но здесь как бы из-за того, что руль убрал так, что долго подключать, в общем, решил записать данный обзорчик на клаве, тем более, что у меня в этом профиле руль не настроен, к сожалению. Итак, Ford Otosan. Турция на данный момент собирается еще в Китае и в России. Продается, в принципе, в странах Европы, кроме западной. Ну, хотя сейчас, возможно, уже в западной начинает продаваться. Стоимость в России 80 тысяч евро данного грузовика. Максимальная масса автопоезда 42 тонны. Снаряженная масса грузовика 7 с лишним тонн. 7700, насколько я помню. Коробка передач 12-ступенчатая, роботизированная, ZF Traxxon, оснащенная функцией раскачки. Можно ездить с раскачки, это тоже немаловажно в наших, по крайней мере, условиях. Задний дифференциал блокируется, подвеска кабины выполнена на пневмоподушках. Передняя подвеска автомобиля выполнена на
э, на рессорах, задняя на двух подушках, на полурессорах, так называемых, насколько я помню. Блокировка дифференциала точно так же есть. Кстати, заметьте, ручник здесь тоже анимирован. Выполнен автомобиль, в принципе, в стилистике, в международной стилистике Форда, но Ford Trucks, турецкий, например, он как бы не имеет отношения к Ford Motor Company, примерно так же, как не имеет отношения Renault Trucks к компании Renault на самом деле. Собственно, здесь та же самая система у них. В 2018 году, в конце 2018 года, данный автомобиль выбрали автомобилем года в Европе, грузовиком года в Европе, точнее. Так. И взяться за работу. Грузовиком года у нас он выбран, как я и говорил, в Европе. Кстати, шилду здесь не приделали, а вообще они шилду эту клеют на свои автомобили. Ford Otosan клеит шильдик о том, что F-Max это грузовик года. Очень радует свой собственный звук двигателя. В автомобиле предусмотрен холодильник для комфорта водителя. Так, все. Продвинутая сцепка поддерживается, ребят. Провода, все цепляется, все хорошо, ничего нигде не висит. Все выглядит достаточно, кстати, хорошо. Тоже как бы это относится к модификации. Но, в принципе, над модом поработали очень неплохо турки. Должен сказать, так же, как и над автомобилем. Автомобили уже официально, мало того, что продаются, и расширяется еще и дилерская сеть в России. То есть с этим автомобилем теперь уже вплоть до Красноярска, насколько мне известно, как минимум сервисные центры уже есть. А вот насчет продажи в Красноярске, конечно, я не знаю. Знаю, что точно продается он у нас в Москве. Что еще такого вам рассказать про данный автомобиль? Ну, в принципе, вариант сидельного тягача. Ну, тут понятно, этим способом Ford Otosan решил залезть, скажем так, в большую семерку, стать большой восьмеркой. Но пока, конечно, продажи, когда вот покажут, тогда можно будет об этом говорить, что, в принципе, он там попал в большую семерку. Теперь эта большая семерка стала большой европейской восьмеркой. Но по отзывам водителей и владельцев данного автомобиля действительно очень неплохой автомобиль. На Европу поставляется в варианте Евро 6, а на Россию в варианте Евро 5. Ах ты ж, блин, задел. А кого я задел? Какое дорожно-транспортное происшествие? С чего оно там? И, кстати, посмотрите, насколько здесь четенько. Ну на этом прицепе мы с вами не увидим. К сожалению, на контейнеровозе мы с вами этого не увидим. На рефе у меня было прямо вот один в один он проходил. То есть так же четенько сделано, как это в жизни. Что один в один прямо проходит. Чуть-чуть еще и задевал бы прицеп, собственно, нашу кабину. Вот такой вот автомобильчик от Ford Otosan. Очень приятный, я его очень ждал. И сейчас мы с вами выйдем, когда на трассу, я вам покажу еще одну особенность данного автомобиля, данной модификации, которая на самом деле меня порадовала. Особенность это, скажем так, модификации. Хотя, в принципе, что выходить, давайте сразу же. Смотрите, я разгоняюсь. У меня прямая доставка. Она без ограничения скорости. Вау. Вот это полетал. Но все, смотрите, 90 км в час и ограничение. У реального автомобиля стоит электронное ограничение скорости на 90 км в час. Это очень и очень радует. По тех характеристикам, кстати, ребят, сразу же забыл еще сказать, к сожалению. Первое. Автомобиль полностью оснащен дисковыми тормозами. Также оснащен моторным тормозом. Моторный тормоз фордовский. Именно фордовский, то есть своей разработки.
за что им, конечно же, тоже респект. То есть очень много именно своих разработок. Задний мост точно так же у них именно своей разработки, насколько я понял, по тем небольшим, скажем так, данным расшифрованным таким. Это же все коммерческая тайна на самом деле. Но вот по тем небольшим данным, что есть, я, насколько понял, мост задний точно так же произведен и разработан самой конторой Ford Otosan. За что им большое спасибо. В общем, господа, вот такой вот автомобиль. Кстати, да, мы забыли посмотреть поворотники. Все работает. А синий свет, кстати, в салоне. Ну-ка. А действительно, смотрите, начинает светить. Ну-ка, 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 ну-ка. А если заглушились? Да, ребят, синий свет, синяя подсветка светится. Тоже забыл посмотреть. Но, правда, не анимировано вот на этой лампочке. Хотя именно свет идет с этой лампочки синей. Ну и за такую подсветку всем, как говорится, тоже огроменное спасибо. Ну и на этом все, ребят. Катайтесь себе в радость. С вами, как всегда, был Агарис. И до новых встреч. А я вот чувствую, в ближайшее время поеду на Русмап и буду кататься на вот этом автомобиле. Потому что реально долго ждал, пропустил момент выхода. И теперь вот он у меня есть. Я очень хотел покататься на F-Max. На этом все. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. И до новых встреч.